Сегодня пойду в портал Хокни. Это не попытка объяснить или понять, что хотел сказать художник о своих картинах. Это попытка задержаться внутри них и посмотреть, что откликнется внутри меня. И свои смыслы я там увижу, ну и в целом, какие эмоции будут вызывать у меня те образы, которые я выбрала для этого исследования. Я взяла не самые какие-то известные картины, хотя самая первая, да, она довольно известна. Но мне захотелось именно взять картины, которые так или иначе связаны с водой. Последние как-то недели были для меня такие достаточно трудные эмоционально. И я смотрела картины Хокни, такие яркие, мне хотелось какой-то яркости. И почему-то именно картины с водой, которые напоминали мне про текучесть, про момент, мне захотелось поисследовать вообще, посмотреть, а что прям вот распакуется внутри меня, какие смыслы я смогу в них увидеть. Ты можешь быть наблюдателем, а можешь идти вместе со мной в этом видео и поискать свои смыслы, послушать свои ответы на те вопросы, которые здесь будут звучать. Что ж, предлагаю начать. Ну что, первая картина называется «Всплеск». Она достаточно, кстати, известная из картин Дэвида Хокни. И, как обычно, я буду каждой картине задавать по два вопроса. Вопросы я готовлю заранее, но ответы всегда происходят здесь и сейчас, прямо во время записи. Вопрос. А что я вижу? Это всплеск воды или чего-то другого? Знаете, я когда отвечаю на вопросы, я не пытаюсь ответить прям вот в точности. И у меня, например, с левой стороны, вот там, где вот эти вот брызги, я в этом образе прям четко вижу, ну вообще, в принципе, в этих образах я вижу сейчас не всплески воды, а для меня это какие-то морские животные. Например, слева как будто бы кит. Я, кстати, очень надеюсь, что кит Тимми выживет, если вы не слышали о нем. Так, я думаю, что это, ну, мне кажется, что это кит, а рядом, знаете, такой, как хвост русалки, большой хвост русалки. То есть для меня это не всплеск воды, а для меня это как будто бы морские животные. И тогда для меня этот бассейн становится не местом жизни людей, а местом жизни морских животных. Интересно. И что эти животные тогда здесь делают? Для меня это как танец какой-то. Вот они танцуют, кит с этой русалкой. Они в этой воде устраивают какой-то танец, и бассейн становится для них какой-то ареной, что ли. Они как выступают здесь. И такое сразу, знаете, двоякое ощущение. С одной стороны, какое-то ощущение радости, восторга. Вот они там танцуют. А с другой сразу идет вот это противопоставление, что если это какая-то арена, это замкнутое пространство, им нужна свобода, а они в замкнутости находятся. То есть и при этом они еще и там как будто бы кого-то развлекают. Живут не своей жизнью, как им хочется, а их танец сейчас для того, чтобы кого-то позабавить. Но на самом-то деле вот там зрителей нет. Там стоит стул, и никого нет. На них никто не смотрит.
Но давайте посмотрим под другим углом. И следующий вопрос будет таким: а что если представить, что я на эту картину смотрю не вот так, а нахожусь на дне этого бассейна? И тогда что этот всплеск для меня? Как он выглядит тогда для меня? На самом деле я ощущаю прям вот давление. Мне не отделаться сейчас от образа, который вот изначально я прочувствовала через картину, да, вот это вот ощущение вот этих морских обитателей, которые в искусственной среде, там, где они не должны быть, и они делают, возможно, то, что им не хочется. Ну, по крайней мере, может быть, им и нравится это, но не там, где они сейчас это делают. И когда я нахожусь внизу, условно, и смотрю на этот всплеск, мне не уйти от образа теперь морских этих обитателей. Я даже, наверное, больше могу сказать, у меня возникает ощущение, что я одна из них, но сейчас я на дне. Окей, если я на дне в этой картине, хочу ли я на поверхность? Ну, я понимаю, почему я на дне, потому что мне не нравится все, что там outside, снаружи, и когда я на дне, смотрю на них, я вместе в этой среде, где они, и то есть как будто бы, да, если ты чего-то не замечаешь, что происходит вокруг, а находишься вот условно в каком-то своем там другом мире, то тебе кажется, что вот все это извне, оно тебя и не касается. Вот. Но они ведь находят смелость выпрыгнуть, да, плюс они что то там делают, они существуют, все равно свою жизнь какую-то живут. И для меня, наверное, этот всплеск, если отразить его в их действии, да, то есть то, что делают они, он про то, что несмотря на то, в каких обстоятельствах ты можешь, находиться, в общем, ты выбираешь, оставаться ли лежать там на дне или все равно создавать, какое-то движение в тех обстоятельствах, в которых ты есть. И тогда эта картина Дэвида Хокни, всплеск, становится для меня, ах, становится для меня напоминанием, на самом деле напоминанием о возможности выбора. А, Ты всегда можешь сам выбрать, где тебе безопаснее и сейчас именно что для тебя лучше. То есть ты видишь варианты. Варианты разные. В любой ситуации варианты разные. Можешь танцевать, чувствовать себя в своей среде, можешь чувствовать себя ограниченно, можешь залечь на дно и делать вид, что ничего нет. Но это все варианты. Вообще разные варианты. Вообще это может быть всплеск воды, и туда только что кто-то нырнул. То есть вообще так много всяких вариантов, и под каким углом посмотришь, так и есть. Так, вторая картина. Здесь тоже есть вода. Как я уже сказала, я выбирала именно картины, чтобы там так или иначе была тема воды. И здесь, я вижу, газон, который, да, поливается через вот эти вот, устройства. Я не знаю, как они правильно называются. И вопрос первый, который бы я задала здесь: а чего в этой картине больше? Жажды воды или жажды воздуха? Знаете, для меня,
Этот вопрос, во-первых, возник не просто так. Я сразу, он у меня как-то сразу появился, когда я первый раз посмотрела на эту картину. И он возник именно потому, что мне здесь не хватает воздуха. С одной стороны, я вижу, да, достаточно большое пространство. Мало что есть, по сути дела, это большая поверхность, да, там газона, на котором нет ничего. Но с другой стороны, вот эти поливаечные штуки, они, их так много, и они достаточно близко. И если учесть, что они все включены, да, то есть они как будто бы создают, заполняют это пространство водой, ее становится очень много. И само это пространство, оно доминирует в этой картине, а воздуха мне здесь не хватает, потому что все занято этой водой. И еще здесь для меня воздух это обычно, знаете, ассоциируется я когда в парк хожу гулять, когда много деревьев, идешь и прям чувствуешь, особенно вот когда сейчас весна, идешь, чувствуешь, как напитывается кислородом все, прям дышать тебе становится хорошо. Здесь нет вообще никакой растительности, да, то есть я вообще не понимаю, какой там воздух, мне прям его тут не хватает. Даже небо, да, там оно такое, совсем его чуть-чуть. И поэтому для меня в этой картине мне прям очень сильно хочется подышать. Причем даже, знаете, вот есть ощущение, если представить, что я ногами сейчас по этой траве пойду, вот которая там, у меня возникает ощущение, что она такая, знаете, как губка уже напитанная, то есть такая вот это вот идешь, оно там чмякает все. И вот для меня тут прям воды больше, чем в предыдущей картине там с бассейном. Поэтому для меня эта картина про то, что не хватает воздуха. Окей, продвинемся дальше и пойдем к следующему вопросу. Он будет, кстати, продолжением вот этого размышления. Я вообще думала другой вопрос здесь задать, но вот прямо сейчас мне хочется изменить свое решение. И я сказала про то, что вот эти вот V-образные фонтаны здесь, да, их очень много, и они закрывают для меня пространство. То есть, с одной стороны, здесь как бы вода – это источник жизни для травы, но с другой стороны, она становится, ее слишком много, и она закрывает мне, например, да, возможность пройти дальше к тому зданию, там, к тем растениям, то есть как преграда какая-то. И можно попробовать поисследовать, что это напоминает в жизни. Как будто если бы это была метафора чего-то в жизни. То метафорой чего была бы эта картина? Знаете, какое у меня здесь приходит размышление? Метафора перфекционизма. Я смотрю на эти фонтанчики, и они как будто бы очень симметрично расположены, как по линейке. Может, так по линейке художник очертил, не знаю. Ну, тут, конечно, не стопроцентная симметрия, но достаточно, да. То есть, как бы, мне кажется, перфекционист будет тут, конечно, сразу выискивать моменты какие-то. Но почему для меня это как метафора, даже не то, что метафора, почему мне напомнило здесь про перфекционизм и вот это состояние, да, что это как преграда. А, и я не страдаю, наверное, перфекционизмом в каком-то смысле, вот в таком глобальном, не знаю, как объяснить. Я знаю людей, у кого это более проявлено, чем у меня. И когда пытаются люди... Ну, для меня это перфекционизм, это какой-то способ контроля, причем такого гиперконтроля. И в какой-то момент это кажется безопасным, ну вот трава, да, разбрызгивается вода, все прекрасно, ну, это жизнь, источник жизни. Окей, у меня все на своих местах, я это контролирую, я что-то там боюсь забыть, записал, там на своих местах все поставил, все как-то вот, да,
в этом смысле, но в какой-то момент это превращается в преграду тому, чтобы дышать, тому, чтобы чувствовать какую-то вот эту свободу, разрешать себе ошибаться, разрешать себе ничего не чувствовать или чувствовать иначе, или забыть что-то сделать, сделать что-то неправильно, потому что это и есть сама жизнь. Вот трава — это же сама жизнь, она растет, как ей хочется. Но для того, чтобы ей там было типа комфортно, мы должны поставить эти поливайки, чтобы ее там это поливало. А может быть, не нужны эти поливайки? Может быть, ее цикл жизни вот такой, и она не должна там долго жить, но просто потому что мы хотим, чтобы она дольше жила, мы ее поливаем. Мы натыркали этих поливаек по линейке 10 сантиметров, чтобы она там напитывалась. А может быть, позволить ей расти самой, как она хочет, сгорать на солнце, искать влагу под землей, какая травина там сильнее, та и прорвется. Ну что, третья картина. Мне от первых двух пока не отойти. Ну, пойдем в третью. Эта картина называется «Дождь», «Rain». И, честно говоря, вопросы к ней дались мне, наверное, сложнее всего. Я долго смотрела, мне кажется, на то, чтобы просто сформулировать вопросы. Причем, опять же, не отвечаю на них сама. То есть я просто их формулирую и блокирую себе ответ до того момента, пока не начну записывать видео. И вот первый вопрос в итоге будет таким. Какая скорость у этой картины? В каком ритме она существует? Я здесь действительно вижу разную скорость, потому что вот эти круги для меня, они всегда ощущение чего-то такого медленного, медитативного. А сами капли, у них есть скорость. То есть они с какой-то скоростью падают в воду. А еще в связи с тем, что здесь есть наклон, еще и ветер. То есть здесь так много всего, что может двигаться с разной скоростью. И для меня эта картина, она становится настолько живой, настолько динамичной, настолько разной, переменчивой. В общем, ключевое для меня то, что она здесь очень подвижная, прям в разных состояниях с разной скоростью. Но что для меня, например, здесь может доминировать? Какая скорость для меня здесь доминирующая? Причем для меня здесь все это существует как будто бы не вместе. Отдельно капли падающие, отдельно круги, отдельно ветер. Да, это формирует всю единую картину, но это все разрозненно. Здесь нет ничего, как будто бы для меня объединяющего. Ладно, хорошо. Куда меня эта мысль заведет? Давайте посмотрим. Вообще начинает мысли уводить, что это, может быть, вообще убираем дождь. И вот эти круги для меня, они становятся как порталы, те самые порталы. Потому что я вижу, как стекают вот эти капли, да, вот с одного круга в другой. И это уже для меня перестает быть чем-то горизонтальным, а становится многоступенчатым еще. То есть у меня в этой картине еще и рельеф теперь появляется такой многоуровневый. И эти круги тогда вообще становятся какими-то бассейнами, которые настолько уже переполнены, что они начинают уже просто вытекать за пределы этой картины. Так много уже накопилось. Знаете, как будто вообще
не задумывалась о последовательности картин, какую буду исследовать первую, вторую, третью, будет ли между ними какая-то связь, а я вижу, да, что она уже появляется. И вот здесь вот предыдущий с лужайкой, помните, там было, да, я говорила, что воды так много, чмякает вот эта вот поверхность, чмякает уже под ногами. И вот здесь у меня такое ощущение, как будто бы, если бы мы взяли микроскоп и так навели бы туда, и вот мы видим, насколько там много воды, что оно уже там переполнено. То есть вот что-то так уже переполнено, что оно уже просто вытекает за все мыслимые и немыслимые границы. Я, конечно, сразу понимаю, что вытекает в моем, в моем сознании, но сейчас не об этом. Это скорее как пример того, что да, я вижу связь и вижу, как я проживаю все 3 картины в одном состоянии, и они мне все откликаются. И несмотря на то, что я выбирала просто, чтобы везде была вода, я вижу, что для меня это читается как одна история. Так вот, для меня эта картина про какой-то переизбыток, переполнение, слишком. Мне вот все время здесь хочется говорить слишком, too much. Да, вот как бы все. И давайте во второй вопрос зайдем. Второй вопрос к этой картине. Вот здесь вода, я когда увеличила, прям смотрю, да, вот эти капли, они летят, и они как стрелы, прям даже вот у них как наконечники стрелы, да, они такие своеобразные, но очень напоминают стрелу. Если представить, что я одна из этих капель, и я вот устремляюсь туда, тогда какая моя цель? Стрелы же, они в цель летят. Какая цель? Знаете, какая мне сейчас мысль пришла? Мне пришла мысль, что то, что я вижу как стекло. То есть есть что-то под этим стеклом, условно переполненное уже водой. То есть оно настолько переполнено, что вода начинает, вот знаете, как если представить, взять, да, там, не знаю, миску, вода, и вот ее уже так много, и вы так сверху кладете стекло, и оно там внизу начинает растекаться, да, то есть течь. Вот у меня здесь такое же ощущение, что положили стекло, оно начинает там вытекать, то есть как бы вот поэтому я вижу, что здесь и разные ритмы, и нет ничего цельного, то есть оно не объединено. То есть те капли, которые падают на самом деле, они падают на стекло. А то, что там переполнено внутри, оно вот как будто бы не от этого переполнено, не от капель дождя, а само по себе там по каким-то тем или иным причинам. И вот капли эти, стрелы, они пытаются разбить это стекло, чтобы вода вышла наружу, чтобы то, что вот оно вытекло свободно, чтобы не было вот этого переполнения, чтобы пошел воздух. Вы чувствуете, да, опять продолжение истории идет. Соответственно, моя цель как капли разбить это стекло. Знаете что, короче, я остановлюсь уже здесь. Я понимаю, что все 3 картины, я когда подбирала, да, вот опять же, просто тема воды. Причем тема воды, потому что это момент, движение момента, время, да, чего-то такого мне хотелось поисследовать. И в итоге это мне привело, все 3 картины меня приводили в итоге в одно и то же проживание. Вот везде, в каждом вот портале, каждой картине я везде проживаю ощущение желания дышать, желание свободы, желание делать выбор так, как я хочу. Причем ключевое, что я замечаю через эти картины, то, что я чувствую, да, что много вариантов. Вот не все очевидны, не сразу. Нужно просто остановиться и посмотреть, а какой сейчас сработает лучше. То есть для меня вот эти картины, они вообще не про время даже оказались, не про его текучесть, как изначально я могла подумать, а они оказались для меня про вот совсем другие. И смыслы я там нашла свои. Спасибо за то, что были со мной в этом процессе. До новых встреч среди холстов и смыслов.